Вас когда-нибудь мучили вопросы? Что происходит с нами в тот момент, когда сердце замирает, а мозг продолжает работать? В медицине есть документально подтвержденные случаи, когда пациенты возвращались из клинической смерти и описывали удивительные, порой пугающие детали. Один анестезиолог в Германии уверяет, что видел, как в операционной появилась фигура в белом, а молодая женщина рассказала о точном описании всех приборов на потолке реанимации. Эти истории не мистификации. За каждым рассказом стоят протоколы, свидетельства врачей и научные исследования. В этом видео мы подробно разберем 3 самых загадочных случая. НДЭ – от слепых точек в памяти до ослепительного света и встреч с духовными проводниками. Мы зададимся главным вопросом – насколько правдиво то, что вспоминают люди после остановки сердца? Далее. Погружаемся в тайны последних минут сознания. Современные ученые фиксируют мощнейшие всплески нейронной активности в мозге, когда физическая жизнь уже исходит из электрических импульсов. Как мозг обрабатывает информацию в этот момент? Видит ли он привычную картину или возвращается к самым древним архетипам, туннелям, огонькам, фигурам? Мы сравним версии медиков и нейрофизиологов, разберем, какие сигналы способны выдавать тело на грани жизни и смерти, и выясним, может ли человек заранее услышать, что час его ухода уже близок. Приготовьтесь к документальному погружению в мир, где наука встречается с необъяснимым, а граница между жизнью и смертью оказывается тоньше, чем вы думали. Стоп! Вы уже умерли. Ваше сердце остановилось. Монитор показывает прямую линию. Но ваш мозг все еще работает. Как такое возможно? Что он видит? Что он помнит? И главное, кто же вы в эти последние минуты? Что такое смерть? Для большинства людей это простое и пугающее слово ассоциируется с чем-то мгновенным. Сердце останавливается, и человек уходит. Врач констатирует клиническую смерть. На мониторе появляется прямая линия, в комнате становится тихо. Все. Точка. Но что, если все совсем не так? Что, если смерть – это не момент, а процесс? Процесс, растянутый во времени. И в этом времени мозг продолжает жить, думать, чувствовать. До недавнего времени наука была уверена. После остановки сердца мозг перестает получать кислород, и в течение нескольких секунд его активность резко снижается. Но уже в 21 веке начали появляться исследования, которые буквально переворачивают это представление. Мы начали понимать, смерть тела и смерть сознания – это не одно и то же. Между ними может быть зазор. И в этом зазоре могут происходить невероятные вещи. Это вступление не философская гипотеза. Мы опираемся на реальные медицинские наблюдения и нейрофизиологические данные. Сегодняшняя медицина и нейронаука сталкиваются с феноменом, который еще недавно считался невозможным. Мозг может продолжать активную работу после того, как сердце полностью остановилось. Это не метафора и не художественное преувеличение. Это данные с электроэнцефалограмм, зафиксированные в реальных клиниках. Почему это важно? Потому что наше понимание смерти определяет не только медицину, но и все общество. Юридически, социально, философски смерть означает конец. Но если конец оказывается не таким уж окончательным, то и саму жизнь мы должны начинать понимать по-другому. Вопросы, которые поднимают новые открытия, касаются не только биологии, но и этики. Когда можно отключить аппарат жизнеобеспечения, когда человек действительно ушел, и что происходит в эти последние минуты, когда тело уже не функционирует, рассмотрим понятие клинической смерти. Это состояние, при котором сердце перестает биться, дыхание останавливается, но клетки мозга еще не разрушены полностью. При правильных условиях человек может быть возвращен к жизни, это доказывают многочисленные случаи успешной реанимации. В среднем у медиков есть 4-6 минут, пока мозг не начнет умирать. Но именно сейчас наука начала задавать вопрос, а вдруг у мозга есть больше времени? Или точнее, а вдруг в эти 4-6 минут происходит не умирание, а какая-то иная активность, не менее значимая, чем все, что было при жизни? Нейрофизиологи фиксируют, в момент смерти может происходить последняя вспышка активности мозга. Это похоже на финальный мощный электрический разряд. Иногда он даже превышает уровень, зафиксированный в состоянии бодрствования.
Эти данные впервые начали появляться в экспериментах на животных, но затем начали находить аналогии и у людей. Все это разрушает наше линейное восприятие «жив-умер». Между этими состояниями целый мир, который мы только начинаем исследовать. Новая идея. Смерть – это не выключатель, а диммер. Свет уходит не сразу. Он тускнеет, гаснет, оставляя в темноте странные, непонятные отблески. Эти отблески – нейроимпульсы, которые продолжают жить в мозге, будто он еще не согласился умереть. Быть может, именно в эти моменты человек переживает то, что многие описывают как туннель, свет, выход из тела. Вопрос о том, что происходит в голове умирающего, не просто научное любопытство. Он имеет колоссальное значение для медицины, как обращаться с пациентами в критическом состоянии. Когда прекращать реанимацию? Что чувствует человек, когда его считают мертвым? Все это становится особенно актуальным в эпоху, когда технологии продлевают жизнь, но не всегда возвращают сознание. Кроме того, это открывает философские и экзистенциальные размышления. Если смерть – процесс, значит где-то в этом процессе может происходить нечто осмысленное. Сознание, пусть кратковременно, но существует отдельно от тела. Возможно ли это? Возможно ли, что мы продолжаем что-то ощущать, понимать, осознавать, уже находясь за чертой, где нас официально считают мертвыми? Эти размышления не новы. Философы и теологи задавали их веками. Но теперь, впервые, к ним присоединяется экспериментальная наука. Мы приближаемся к черте, за которой начинается таинственное и неизведанное. И если раньше смерть была пределом человеческого знания, то теперь она становится полем активного исследования. И с каждым новым фактом, с каждой новой гипотезой мы осознаем, многое, что мы считали окончательным, может быть лишь частью более сложной картины. Есть еще одна важная мысль. Научный прогресс всегда шел рука об руку с пересмотром базовых понятий. Когда-то мы думали, что Земля – центр Вселенной, потом, что атом неделим. Теперь мы подходим к понятию «смерть» с таким же скальпелем сомнения. А что, если это просто одна из форм перехода? Что, если смерть – это не конец, а одна из фаз, которую мы еще не в силах до конца постичь? Никаких окончательных выводов, только факты, наблюдения и новые вопросы. Один из них – главный. Если мозг еще живет, пусть даже минуты, можно ли говорить, что человек мертв? Ответ на него изменит не только медицину, но и само наше представление о человеке. Представьте себе обычную палату в канадской больнице. Аппараты пищат, капельницы капают, врачи и медсестры делают свою рутинную работу. Один из пациентов в крайне тяжелом состоянии. Все идет к тому, что ему не помочь. Сердце все слабее, давление падает. И вот наступает момент, прямая линия на кардиомониторе, сердце остановилось. Врач фиксирует время смерти. Казалось бы, все. Но спустя несколько минут начинает происходить нечто странное. Пациент был подключен к электроэнцефалографу, прибору, который регистрирует электрическую активность мозга. Это стандартная процедура в отделении интенсивной терапии. Обычно после смерти все сигналы постепенно исчезают. Мозг без кислорода умирает быстро. Однако в этом случае прибор продолжал фиксировать мозговую активность. Не секундную, не вяло затухающую, а полноценную, на протяжении 11 минут после остановки сердца. Этот случай произошел в одной из канадских клиник в 2017 году и был задокументирован в научной работе, опубликованной в Canadian Journal of Neurological Sciences. Врачей поразила не только длительность активности, но и ее характер. Это не были случайные колебания. Это были мозговые волны, аналогичные тем, которые наблюдаются у человека в состоянии глубокого сна. Иными словами, мозг пациента как будто бы продолжал работать, причем в стабильном режиме. Что же это значит? Возможно, мозг медленно выключается и проходит через определенные стадии, как лампочка, которая не тухнет мгновенно, а мерцает, снижает яркость, но еще светит. Возможно, эти минуты – последние страницы книги жизни, когда организм еще пытается что-то понять, что-то завершить, зафиксировать прощальные воспоминания. Важно отметить, пациент в этот момент уже был признан мертвым по всем критериям. Его сердце не билось, кровь не циркулировала, он не дышал. Но мозг, главный центр сознания, восприятия,
памяти еще жил. Точнее, он не просто жил, он проявлял признаки активности, близкой к осознанной. Реакция ученых была сдержанной, но настороженной. Первое, что проверили, это надежность техники. Исключили сбои оборудования, электромагнитные помехи, артефакты. Все оказалось в норме. Далее проверили, не мог ли пациент находиться в состоянии, имитирующем смерть, например, при сильной гипотермии или медикаментозной коме. Но и это исключили. Клиническая смерть была абсолютной и зафиксированной. Все признаки смерти были налицо, кроме одного – мозг отказывался умирать. Этот случай не остался без внимания. Его обсуждали на конференциях, разбирали в профессиональных сообществах. Но самое главное, он стал началом более глубоких исследований. Если мозг может оставаться активным 11 минут после смерти, то что происходит в этот промежуток? Чувствует ли человек что-то? Осознает ли происходящее? Это вспышка остаточной энергии или нечто большее? Чтобы понять, насколько необычен этот случай, важно знать. Обычно мозговая активность исчезает в течение 30 секунд после остановки сердца. Организм перестает подавать кислород, клетки начинают разрушаться, и мозг гаснет. Поэтому 11 минут – это настоящая аномалия, которая требует переосмысления границ между жизнью и смертью. Стоит подчеркнуть, в статье, где был описан этот случай, упоминается, что подобное наблюдение произошло только у одного пациента из 4, проходивших мониторинг. Это делает событие уникальным, но не обязательно исключительным. Возможно, другие подобные случаи просто не были зафиксированы из-за отсутствия непрерывного ЭЭГ-наблюдения. В большинстве больниц смерть фиксируют по сердцу, не проверяя мозг. На фоне этой истории всплывает множество личных трагедий. Сколько людей в истории человечества были признаны мертвыми, но их мозг еще жил? Возможно ли, что кто-то в этих лишних минутах еще осознавал, что с ним происходит? Возможно ли, что человек уходил из жизни не мгновенно, а медленно, внутренне? Это ставит под сомнение не только медицинские протоколы, но и наше отношение к смерти как к явлению. История канадского пациента – это больше, чем медицинская загадка. Это лакмусовая бумажка, вскрывшая целый пласт неведомого. Его случай показывает, даже в строго контролируемых условиях, даже под наблюдением техники, смерть может вести себя непредсказуемо. Это не фильм ужасов и не мистическая байка. Это задокументированный, научно зафиксированный факт, который не вписывается в стандартные рамки. Особенно тревожно звучит то, что активность мозга сохранялась не просто в хаотичном виде, а в виде дельта-волн, таких же, какие мы наблюдаем у спящих. Это поднимает вопрос: если мозг продолжал функционировать, то мог ли пациент видеть сны в эти минуты? Или находился в измененном состоянии сознания? Это уже не просто физиология, это граница, на которой наука сталкивается с субъективным, с внутренним миром человека, которого уже нет. Врачи, участвовавшие в исследовании, не делают поспешных выводов. Они честно признают, мы не знаем, что означают эти волны, но именно поэтому случай стал таким важным. Он разрушает саму уверенность в том, что мы знаем, где заканчивается жизнь. Один зафиксированный эпизод, и вся картина рассыпается, как карточный дом. Это не сенсация в стиле таблоидов, это медицинский факт, который ставит под сомнение то, что мы считали бесспорным. Возможно, смерть – это не закрытие двери, а затяжной поворот ключа. И если так, то мы обязаны изучить каждую секунду этого поворота, не ради любопытства, а ради понимания того, кем мы были и кем мы остаемся, даже когда, казалось бы, все кончено. В 2013 году в Университете Мичигана произошло событие, которое дало науке повод усомниться в старых догмах. Группа исследователей, возглавляемая нейрофизиологом Джимом Борджигином, задала на первый взгляд простой вопрос. А что происходит в мозге в момент смерти? Не сразу после, не за минуту до, а именно в момент, когда сердце останавливается. Ответ на этот вопрос оказался настолько неожиданным, что поставил под сомнение фундаментальные представления о границе между жизнью и смертью. Чтобы найти ответ, ученые провели эксперимент на крысах. Им установили электроды в мозг, чтобы можно было наблюдать за мозговой активностью в режиме реального времени. Затем животных погружали в состояние,
соответствующее клинической смерти. Им вводили хлорид калия, вызывающий быструю остановку сердца. Исследователи ожидали увидеть, как мозг гаснет, теряя активность. Но увидели обратное. В течение первых 30 секунд после остановки сердца в мозге крыс возникали мощные всплески активности, особенно в высокочастотном диапазоне, так называемые гамма-волны. Это те же волны, которые у живого существа связаны с концентрацией внимания, восприятием, памятью, мышлением, то есть, по сути, с осознанием. Иными словами, пока тело умирало, мозг будто бы вспыхивал, активизируясь до уровня, который наблюдается при полной концентрации. Это было не просто странно, это было противоречием всему, чему учили студентов-медиков последние 100 лет. Что это могло значить? Одна из гипотез. Мозг, оставаясь без кислорода, в последний момент активирует все свои резервы. Это не агония, а финальный пик, нечто вроде вспышки перед выключением. Как лампа, которая вспыхивает особенно ярко, прежде чем перегореть. Возможно, именно в этот короткий отрезок рождаются предсмертные переживания, те самые туннели, воспоминания всей жизни, свет, выход из тела, о которых рассказывают пережившие клиническую смерть. Важно, это пока лишь гипотеза. Ученые осторожны в интерпретациях, ведь крысы не люди, и не факт, что такая активность означает сознательное восприятие. Но, когда подобные всплески стали регистрировать и у умирающих людей, картина начала меняться. В 2023 году появились первые данные о пациентах в хосписах и реанимациях, за которыми велось непрерывное наблюдение с ЭЭГ. В некоторых случаях умирания у людей фиксировались похожие сигналы – высокочастотные волны в моменты, приближенные ко времени смерти. Это не были простые остаточные шумы, это были паттерны, аналогичные бодрствованию. Особенно интригует, что всплески наблюдались в теменно-височной области, зоне, которую нейронаука напрямую связывает с сознанием «я» и субъективного восприятия. Если подтвердится, что мозг действительно способен производить осмысленную активность после остановки сердца, это будет революция. Это поставит под вопрос, когда именно наступает смерть, что мы чувствуем в последние секунды, и является ли сознание чем-то большим, чем просто результатом химии и электричества. В медицинском контексте это может повлиять на протоколы по определению момента смерти. Сегодня смерть часто фиксируется по остановке сердца или дыхания. Но если мозг продолжает работу еще десятки секунд, эти секунды имеют значение. Особенно если речь идет о донорстве органов, отключении жизнеобеспечения или реанимационных действиях. Философские последствия тоже огромны. Если в момент смерти мозг активен, то, возможно, осознание уходит не мгновенно, а медленно. Мы могли бы переживать свои последние секунды, испытывая не панику, а может быть даже нечто светлое. Некоторые нейробиологи предполагают, в этот момент может запускаться внутренний нейрохимический коктейль, вызывающий состояние покоя или даже эйфории. И это может объяснить, почему предсмертные переживания так часто описываются как удивительно спокойные или даже вдохновляющие. Сам Джимо Барджигин подчеркивал в интервью: «Мы не говорим, что нашли доказательства жизни после смерти, но мы говорим, что смерть – это более сложный процесс, чем принято думать». И это честное научное заявление. Ученые не ищут мистики. Они просто следуют за фактами. А факты сегодня говорят, в момент смерти может происходить не конец, а интенсивная мозговая буря, последняя вспышка перед тьмой. И если это так, мы обязаны изучить эту вспышку не ради сенсации, а ради понимания самого важного, кто мы, когда все заканчивается, или, возможно, только начинается. Научные открытия последних лет, о которых мы уже говорили, оставляют после себя не только медицинские и биологические вопросы. Они открывают перед нами бездну куда более глубокой, философской. Если сознание не исчезает мгновенно после смерти, если мозг продолжает активность еще хотя бы несколько минут, то кто мы в эти минуты? И шире, что вообще такое «я»? Где кончается личность? Когда исчезает субъект? Философы спорили об этом тысячелетиями. Платон утверждал, что душа бессмертна и лишь временно обитает в теле. Буддисты видят сознание как поток, не имеющий начала и конца. Рене Декарт в XVII веке развел тело и разум, заявив:
Мыслю, следовательно, существую. Для него именно мышление, способность к саморефлексии, было доказательством существования субъекта. И вот теперь наука сталкивается с тем, что раньше считалось прерогативой религии и метафизики. Если мозг умирающего человека продолжает активность, если электрические импульсы вспыхивают даже после остановки сердца, как это показывают некоторые исследования, то как это интерпретировать? Это биологическая инерция или сознание действительно задерживается на границе? Феномены, описанные пережившими клиническую смерть, выход из тела, туннель, встреча со светом, до сих пор считаются спорными. Скептики объясняют их гипоксией, выбросом эндорфинов, галлюцинациями. Но и сами скептики вынуждены признать, нейрофизиологической модели, которая могла бы полностью объяснить все особенности таких переживаний, не существует. Люди, возвращающиеся оттуда, описывают свой опыт удивительно согласованно. И это требует объяснения. А если это не просто химия, а если сознание действительно остается на какое-то время? Тогда мы подходим к совершенно новому взгляду на смерть, как на процесс, а не точку, процесс, в котором человек еще есть, даже если медицина говорит, что его больше нет. В современной философии сознания существует множество конкурирующих теорий. Одна из них – теория интегрированной информации, IIT, предложенная нейробиологом Джулио Тонони. Согласно ей, сознание возникает там, где информация обрабатывается и объединяется в единую структуру. А значит, сознание – это не свойство только человека, а возможное состояние сложных систем. Но самое интересное, теория допускает, что уровень сознания может меняться даже в процессе умирания. То есть не исключено, что в момент смерти сознание не исчезает, а меняется. Оно теряет связь с телом, внешним миром, языком, временем и остается наедине с собой. Что это за опыт? Его невозможно измерить, но сам факт возможности ставит нас перед экзистенциальной бездной. Возникает главный вопрос. Если сознание остается, пусть даже на несколько секунд или минут, чем оно занимается в это время? Это хаос? Страх? Спокойствие? Молчание? Или попытка завершить себя? Представим, человек знает, что умирает, чувствует, как тело сдает. Но мозг еще работает. И, может быть, в эти мгновения он возвращается к важному, к семье, к памяти, к прощению. Такая возможность меняет само понимание личности. Мы перестаем быть телесным объектом и становимся процессом, существом, которое может продолжаться даже в отсутствии видимых признаков жизни. Это поднимает и этические вопросы. Если мозг умирает не сразу, если сознание зависает на границе, можем ли мы с уверенностью говорить, что человек ушел? Или мы слишком торопимся поставить точку? Сегодня, принимая решение об отключении жизнеобеспечения, врачи опираются на юридически определенные критерии. Но если сознание задерживается, пусть на пару минут, как быть? Это требует нового взгляда на смерть. Не как на отсутствие, а как на фазу, переходную, пограничную, возможно, самую важную из всех. В этих размышлениях нет места категоричным выводам. Здесь царит тишина, пауза и уважение к тому, что мы пока не понимаем. Мы привыкли бояться смерти, потому что воспринимаем ее как пустоту. Но если она процесс, если в ней есть сознание, тогда она становится частью жизни, ее завершающим актом и может быть самым искренним. Мы не знаем, что именно чувствует умирающий человек, но если он все еще существует, если его мозг продолжает хоть как-то воспринимать, тогда перед нами стоит задача не отвернуться, а посмотреть в эту грань, признать ее и дать ей место в культуре, в медицине, в нашем отношении к жизни. Философия здесь не дает ответов. Она задает правильные вопросы. И главный из них звучит так: если мы продолжаем существовать после смерти тела, пусть на миг, то кем мы становимся в этот момент? Не телом, не именем в журнале, а чем-то другим, тихим, настоящим, глубоким. И может быть именно это последнее переживание и есть то, что делает нас людьми. Мы подошли к завершению нашего рассказа, но это завершение не конец.
Это скорее момент, в котором мы начинаем иначе смотреть на саму смерть. Мы разобрали, как новые научные данные показывают: смерть – не мгновенное событие, это процесс. И в этом процессе происходит нечто гораздо более сложное, чем просто выключение системы. Если раньше смерть ассоциировалась с тишиной, остановкой, пустотой, то теперь все больше фактов указывают на то, что последние минуты жизни – это вспышка, а не угасание. Активность мозга в момент клинической смерти зафиксированная у животных и людей. Случай в Канаде, где мозг продолжал думать более 11 минут. Философские вопросы, которые теперь уже не просто догадки, а повестка науки, медицины и этики. Это знание заставляет нас заново задать фундаментальный вопрос. А что, если смерть – это не конец, а переход, не обрыв, а процесс трансформации? Да, мы не говорим о жизни после смерти в мистическом или религиозном смысле, но мы начинаем понимать, сознание не уходит мгновенно, оно задерживается, оно, возможно, прощается, завершает, сводит итоги, уходит осмысленно. Что это меняет? Многое. Во-первых, это меняет подход к умирающим. Если человек еще здесь, если его мозг еще способен воспринимать, пусть на другом уровне, значит, он присутствует. Даже когда его называют мертвым, он проживает свой финал. И мы обязаны быть рядом, с вниманием, с уважением, с молчаливым участием. Ведь это не просто тело в процессе биологического отключения. Это человек, переживающий последнее и, возможно, важнейшее мгновение своего существования. Во-вторых, это меняет медицинские и юридические определения. Мы привыкли думать, что смерть – это событие. Но если мозг продолжает работать, что делать с протоколами отключения аппаратов? С вопросами донорства, с эвтаназией? Возможно, границы между жизнью и смертью станут юридически сложнее, но это цена прогресса, цена уважения к тому, что мы раньше не видели. В-третьих, это открывает новый горизонт для науки. До сих пор мозг после смерти практически не изучался. Почему? Потому что считалось, что там уже ничего нет. Теперь ясно, именно там все самое интересное. Исследование последних секунд, минут, возможных состояний сознания в фазе умирания – это может привести к пониманию не только смерти, но и самой природы сознания. А это ключ к пониманию, кто мы такие. И, наконец, в-четвертых, это меняет нас самих. Лично, экзистенциально. Если смерть – это не пустота, а опыт, пусть последний, тогда и жизнь становится полнее. Тогда финальные мгновения – это не страдание, не конец, не падение в бездну, это кульминация, смысл, завершение и, возможно, переход. Люди всегда боялись смерти, это естественно. Страх небытия, потери «я», неизвестности – все это глубоко в нас. Но если смерть не черта, а переход, если мозг еще живет, если сознание еще движется, тогда и страх трансформируется. Он становится не ужасом, а трепетом, не паникой, а вопросом, и в этом вопросе надежда. Надежда не на жизнь после смерти, а на то, что человек уходит осмысленно, что он не растворяется моментально, что он прощается, завершает, смотрит назад и, возможно, вперед. И пусть науке еще далеко до полной картины, пусть мы пока только касаемся краев, но мы уже знаем, там что-то есть. Невозможно пройти мимо этого знания, невозможно снова смотреть на смерть, как раньше. В будущем, возможно, смерть станет не табу, а предметом открытого разговора. Мы научимся быть с умирающими, не отворачиваясь. Мы научимся провожать их осмысленно. Мы научимся умирать и жить с другим пониманием. Потому что, возможно, смерть – это не точка, это многоточие. А за ним еще одна фраза, и еще одна, и, может быть, последняя мысль, которую мы пока не умеем услышать, но однажды услышим. Врачей учат работать с телом. Пульс, давление, дыхание, анализы. Их профессия строится на наблюдаемом и измеримом. Но чем ближе человек к смерти, тем чаще реальность выходит за пределы обычных медицинских рамок. И именно в этой точке многие медики начинают сталкиваться с тем, что не вписывается ни в одну клиническую инструкцию.
Медсестры и врачи, особенно в хосписах и паллиативных отделениях, снова и снова становятся свидетелями одного странного феномена. Умирающие начинают видеть то, чего никто другой в палате не замечает. Иногда это умершие родственники, которые якобы пришли за ними. Иногда странный свет, двери, лестницы, детей, которые улыбаются и зовут. Чаще всего пациенты описывают эти образы спокойно, без паники. Более того, почти всегда с облегчением. Они говорят, что все будет хорошо, что их ждут, что пришло время идти. И нередко буквально называют имена тех, кто, как они уверены, появился у их кровати. Медицинская сестра с многолетним стажем может рассказать десятки таких историй. Один пациент незадолго до смерти вдруг начал разговаривать с женой, умершей 20 лет назад. Причем называл ее по имени, смеялся и словно не замечал, что она не настоящая. Другой поднял руку в пустоту и сказал: «Я иду домой, они пришли за мной». Его лицо в этот момент светилось такой ясностью, что это невозможно было принять за бред. Часто пациенты видят двери. Не просто распахнутые проемы, они описывают их как вход куда-то, где больше нет боли. Некоторые видят лестницы, ведущие вверх. Удивительно, но образы, возникающие в предсмертных видениях, практически не зависят от возраста, культуры или религии. Даже дети, которые не имели сформированной идеи о смерти, видят очень похожие сцены. Ангелы, свет, мама зовет, дома ждут. Есть и другие, более редкие, но не менее устойчивые образы. Некоторые пациенты перед смертью видят детей, которых не могут опознать, но уверены, что они важны. Эти фигуры, как правило, стоят у окна или в углу комнаты. Они молчаливы, но вызывают ощущение спокойствия. Есть случаи, когда пациенты говорили, что видят людей в белом, не имеющих лица, но излучающих свет. Медицинская практика требует рациональности, и потому подобные рассказы зачастую списываются на галлюцинации, вызванные лекарствами или недостатком кислорода. Однако те, кто работает с умирающими годами, не спешат объяснять все физиологией, потому что одно дело – случайная путаница сознания, и совсем другое – повторяющийся сюжет, проявляющийся у десятков, а то и сотен людей в последние дни или даже часы жизни. Кристофер Кер, врач хосписа, провел годы, наблюдая за своими пациентами. Он начал фиксировать то, о чем они говорили перед смертью, и понял, что сталкивается с удивительным явлением. Большинство пациентов видели не хаотичные сны, а содержательные сцены, наполненные смыслом. Это были встречи с близкими, диалоги, прощания. Умирающие говорили, что им показали моменты из жизни, напомнили о прощении, о любви. Часто они называли этот опыт более реальным, чем сама жизнь. Самое удивительное то, как пациенты после таких видений менялись. Исчезал страх. Наступало внутреннее спокойствие. Даже те, кто мучился от боли, начинали улыбаться, их дыхание становилось ровнее, лицо яснее. Врачи, находящиеся рядом, не могли не заметить этого сдвига. И даже если им хотелось найти научное объяснение, они признавали, эффект был слишком постоянным, чтобы быть случайностью. Но говорить об этом открыто в профессиональной среде непросто. Врачи боятся, что их обвинят в ненаучности. Медсестры, что их сочтут наивными или суеверными. В результате – молчание. Личный опыт прячется за клиническими отчетами. Но это молчание не стирает реальность. Оно лишь откладывает ее признание. Иногда, после особенно сильных случаев, врачи все-таки говорят: один терапевт из Бостона признался: «Я не могу объяснить, почему пациент, находившийся в глубокой коме, за день до смерти вдруг открыл глаза, посмотрел в потолок и сказал: «Папа пришел». А через час умер. Я знал, что его отец умер 30 лет назад. Он не стал делать официальную запись, но это событие осталось с ним навсегда. Это не единичные случаи, это закономерность. И если бы эти истории собирались, изучались и обсуждались открыто, они могли бы многое изменить в понимании того, что происходит в последние моменты жизни. Эти видения нельзя проверить приборами, но их реальность подтверждается десятками свидетелей, медиков, не склонных к мистике. Конечно, остается вопрос, что именно видит умирающий человек? Реальность или проекцию? Отражение собственного подсознания или встречу с чем-то вне себя? Ответа пока нет.
Но стоит ли отбрасывать эти наблюдения лишь потому, что мы не можем их объяснить? Смерть — это граница. И именно на этой границе всплывает то, что мы не видим в повседневности. То, что не поддается объяснению, но ощущается как правда. И, быть может, признание этих видений — это первый шаг к тому, чтобы не бояться умирать. Потому что когда десятки людей описывают одну и ту же картину, это уже не просто совпадение. Это язык чего-то, что пока говорит с нами через умирающих. Когда умирающий начинает говорить, смотреть в никуда или вдруг улыбается без причины, внимательный человек рядом понимает «началось». Видение. Те самые, о которых не пишут в учебниках, но которые почти всегда повторяются с удивительным сходством. Врач или медсестра, которые не первый год рядом со смертью, могут предсказать, если не содержание, то структуру происходящего. Это не случайные сны. Это целые сюжеты, часто с одними и теми же образами, которые появляются снова и снова, в разных странах, в разных культурах, у людей разного возраста. Самый распространенный — встреча с умершими родственниками. Пациенты называют имена, которых никто не произносил вслух годами. Говорят: «Папа здесь, мама зовет, моя сестра стоит у двери». Они часто описывают, что видят их как живых, но немного светящихся или таких, какими они были в молодости. Интересно, что даже у людей с деменцией или глубокими нарушениями памяти эти образы часто возникают четко и последовательно, как будто открывается какая-то внутренняя память, недоступная в обычном состоянии. Второй по частоте образ — дверь или переход. Кто-то видит открывающуюся дверь, другие — мост, тропу, арку, залитую светом. Эти переходы всегда связаны с ощущением движения. Пациенты говорят: «Я почти ушел, мне пора идти, там за порогом свет». Некоторые описывают, что их зовут, но они еще не готовы. Удивительно, что образы двери, лестницы или моста описывают и дети, и взрослые, и даже слепые от рождения. Третья группа образов — дети. Часто умирающие видят незнакомых малышей, которые находятся в углу комнаты, у окна или рядом с кроватью. Они молчат, но наблюдают. В ряде случаев пациенты говорят: «Они пришли за мной» или «Эти дети мои, но я их не знаю». Это один из самых загадочных образов. Он встречается даже у тех, кто не терял детей в жизни. Что означают эти фигуры, неизвестно, но они почти никогда не вызывают страха. Напротив, приносят чувство покоя. Есть и еще один повторяющийся элемент — свет, но не абстрактный, а одушевленный. Пациенты говорят о свете, который дышит, зовет или смотрит. Этот свет не слепит. Он как разум. У некоторых он принимает форму человека, фигуры, силуэта. У других — просто присутствие, ощутимое без глаз. Чаще всего после его появления исчезают признаки страха, и пациент успокаивается. Иногда настолько, что перестает реагировать на происходящее в палате. Отдельно стоит упомянуть просмотр жизни. Он происходит не у всех, но достаточно часто, чтобы считаться устойчивым мотивом. Пациенты говорят: «Мне показали мою жизнь. Я вспомнил все сразу. Я понял, где был неправ». Это не воспоминания в привычном смысле. Это одновременное восприятие множества событий, как будто время сложилось в точку. Врачи описывают, что человек после этого становится как будто просветленным, спокойным, уверенным, готовым. И, наконец, образ, который пугает даже бывалых медиков — люди в белом без лиц. Это не ангелы в религиозном смысле. Их описывают как высоких фигур в светящихся одеждах, у которых не видно лиц. Умирающие говорят, что они наблюдают, ждут, просто стоят. Никогда не двигаются резко, не говорят. Но всегда как веха: если они появились, значит скоро. Некоторые пациенты воспринимают их как стражей, другие — как провожающих. Общего объяснения нет. Но встреча с ними почти всегда последняя. Есть и такие, кто не видит ни света, ни образов, только чувствует. Тепло, расширение, ощущение, что кто-то рядом. Это может быть запах, дуновение, чувство, будто кто-то прикоснулся. Один врач рассказывал, как пациент, уже не способный говорить, перед самой смертью медленно поднял руку, как будто хотел взять кого-то за руку. На запястье у него в этот момент стало холодно, хотя комната была теплой. Все это не случайно. Если бы образы были хаотичны, если бы каждый умирающий описывал нечто уникальное, можно было бы говорить о галлюцинациях, культурных ассоциациях или психических сбоях. Но картина повторяется. География, религия, язык не важны.
Люди, находящиеся на грани жизни и смерти, видят одни и те же сцены. Это не вера, это наблюдаемый феномен. Конечно, можно утверждать, что мозг, лишенный кислорода, формирует устойчивые паттерны – тоннель, фигуры, линии света. Можно привести десятки научных гипотез. Но ни одна из них пока не объясняет, почему сцены так похожи между собой, почему они настолько упорядочены, и почему именно в эти моменты исчезает страх. Умирающие почти всегда описывают виденное как нечто родное, ожидаемое, светлое. Это не значит, что смерть прекрасна. Но она, судя по этим рассказам, не хаос. Там что-то есть. И это что-то приходит не как разрушение, а как встреча, как возвращение. Когда речь заходит о предсмертных видениях, первое, что предлагает современное мышление – попытка рационального объяснения. Мозг, психика, память, стресс. И правда, перед лицом смерти включаются самые глубокие, древние механизмы человеческого существа. Мы не просто теряем функции, мы уходим из жизни, и ум как будто пытается перевести этот процесс в доступные образы. Но насколько далеко может зайти такая психология? И где заканчиваются гипотезы, а начинается нечто иное? Психология прежде всего рассматривает предсмертные видения как защитный механизм психики, призванный смягчить страх смерти. Это неосознанный процесс. Сознание, сталкиваясь с невозможностью продолжения, вызывает образы, которые помогают принять конец. В этой логике, если человек верит в Бога, он увидит ангелов. Если ждет родных, встретит их. Так психика облегчает переход. Это удобно, рационально и не требует признания неизвестного. Но уже на этом этапе есть противоречие. Очень многие пациенты, пережившие видения, не были религиозны. Они не верили ни в загробную жизнь, ни в существование души. Тем не менее, их образы не были агрессивными или пугающими. Напротив, они говорили о покое, любви, присутствии. Это трудно вписать в рамки культурных ожиданий. Тем более, когда такие образы возникают у маленьких детей, которые еще не обладают четкими представлениями о жизни и смерти. Другая гипотеза – нейробиологическая. Согласно ей, при снижении кислорода мозг теряет стабильность, и возникает хаос, в котором появляются яркие галлюцинации. Особенно активируется затылочная зона, отвечающая за зрение, и лимбическая система, ответственная за эмоции. Это может объяснять свет, туннели, всплеск воспоминаний. Некоторые ученые утверждают, что мозг в момент смерти переживает сильный выброс нейромедиаторов, особенно серотонина и эндорфинов, и это создает эффект перехода. Но опять же, биология объясняет механизм, а не содержание. Почему именно двери? Почему лица умерших родственников? Почему эти образы несут утешение, а не страх? От хаоса мы ждали бы диссонанса, обрывков, бессмысленных видений. Но пациенты описывают цельные содержательные сцены. Более того, они всегда наполнены смыслом и почти никогда бредом. Есть и третья позиция, когнитивная. Она предполагает, что в момент утраты телесной ориентации мозг отцепляется от внешней реальности и погружается в глубинные слои памяти. То есть умирающий не видит что-то новое, он вспоминает лица, сцены, запахи, жесты. Эти фрагменты собираются в образы, интерпретируемые как визит умерших, свет и та. Да, это объясняет феномен просмотра жизни, но слабо объясняет то, откуда берутся новые, ранее невиденные сцены, особенно у людей с нарушенной памятью. Особого внимания заслуживает феномен терминальной ясности. Это когда за несколько часов или даже минут до смерти человек, находившийся в глубокой деменции, коме или психозе, внезапно просветляется. Он узнает близких, говорит логично, вспоминает важные вещи. Научного объяснения у этого явления до сих пор нет. Ни одна из гипотез не описывает механизм, по которому разрушающийся мозг вдруг выдает высшую форму сознания прямо перед остановкой. В этой точке на сцену выходит альтернативная гипотеза. А что, если сознание не является продуктом мозга, а лишь использует его как инструмент? Тогда момент смерти не уничтожает сознание, а наоборот освобождает его. Такую идею развивали не только философы, но и вполне серьезные ученые. Например, сэр Роджер Пенроуз, лауреат Нобелевской премии,
предположил, что сознание может быть квантовым процессом, неограниченным физическим телом. Подобную концепцию поддерживал и реаниматолог Сэм Парния, автор одного из крупнейших исследований по опыту клинической смерти. Он прямо заявлял, если мозг выключен, а человек сохраняет когнитивное восприятие, значит, мы чего-то принципиально не понимаем о природе сознания. Его работа вызвала критику, но и привлекла массу новых наблюдений. Однако большинство врачей не готовы идти дальше нейрохимии. И это понятно. Наука требует измеримости, повторяемости, подтверждения, но предсмертные видения не повторяются по расписанию. Их невозможно включить на камеру, вставить в протокол. Они происходят не тогда, когда на них направлен прибор, а тогда, когда человек подходит к самой границе бытия. Тем не менее, количество свидетельств продолжает расти. Все больше специалистов признают, что одних объяснений мозга недостаточно, что психология не может охватить весь масштаб происходящего, что механизмы защиты не создают таких тонких и сложных образов. Можно представить, что психика в момент смерти рисует то, чего мы хотим. Но тогда почему она рисует то, чего мы не знали? Почему пациенты называют умерших, о которых им не рассказывали? Почему ребенок, не знавший бабушку, говорит «та тетя в комнате похожа на мамину маму»? Ответа нет, или точнее есть несколько, но ни один не исчерпывает всю картину. Возможно, нам еще только предстоит открыть ту область, где пересекаются психология, биология и нечто третье. Что-то, о чем пока невозможно говорить на языке науки, но о чем уже говорят лица умирающих. Медицинская система построена на доказательстве. То, что нельзя измерить, зафиксировать и повторить в лабораторных условиях, считается недействительным. Все, что выходит за рамки клинического протокола, не включается в отчеты и не обсуждается публично. Это касается не только необъяснимых выздоровлений, интуитивных решений врачей или совпадений. Особое табу наложено на одно из самых мистических и одновременно наблюдаемых явлений – предсмертные видения. Почему врачи, видевшие это не раз, не говорят об этом открыто? Почему медсестры, ежедневно находящиеся при смерти, обсуждают такие случаи только друг с другом, на кухне, но никогда в отчетах? Ответ лежит в плоскости не медицины, а культуры страха. Страха быть непонятым, страха быть высмеянным, страха выйти за рамки науки. Научное сообщество жестко регулирует, что можно считать знанием. Если ты врач, особенно работающий в государственной или академической структуре, любое публичное упоминание о мистических или паранормальных явлениях может поставить под сомнение твою квалификацию. Даже если ты просто пересказываешь наблюдения. Даже если это наблюдение – факт. Многие медики признаются, они замалчивают то, что видели. Один врач в интервью сказал: «Если бы я рассказал коллеге, что мой пациент в коме вдруг поднял глаза и сказал, что за ним пришла мама, а через 5 минут умер, мне бы просто посочувствовали и сказали, что я устал. Но он знал, что это не усталость. Это было реально, и он не один такой». Часто именно опытные медсестры говорят об этом свободнее. У них нет давления академии. Они ближе к пациенту и чаще остаются в палате в последние часы. Они говорят: да, они видят свет, да, они говорят с умершими, да, это повторяется, но они говорят это друг другу. Потому что любое официальное признание мгновенно превращает личное переживание в объект сомнения. И все же есть те, кто осмелился говорить. Кристофер Кер, хосписный врач, начал документировать сны и видения умирающих пациентов. Его работа вызвала бурные споры. Керу говорили, что он уходит в метафизику. Он не делал выводов, он просто фиксировал то, что ему рассказывали пациенты, и показывал, насколько это важно для них самих. Люди уходят не в пустоту, а к кому-то, и это делает смерть менее страшной. Скептики утверждают, если медик говорит о встречах с умершими, он подрывает доверие к медицине. Но реальность обратная. Пациенты, которые слышат от врача или медсестры: да, это бывает, чувствуют облегчение. Они понимают, с ними не происходит безумие. Что то, что они видят,
Реально хотя бы в том смысле, что это видели и другие. Страх также подпитывается отсутствием ясных границ. Если признать, что в момент смерти происходит явление, не укладывающееся в научную картину, придется признать, что и жизнь, возможно, сложнее, чем кажется, что мы не все контролируем, что есть области, где наука пока бессильна, а это неудобно. Существуют и культурные барьеры. В некоторых медицинских школах даже обсуждать тему смерти считается неприличным. О ней говорят в терминах «летальный исход», «остановка функций», «неперспективность терапии». Но не говорят, что чувствует человек, когда уходит. И уж точно не обсуждают, что он видит. Все это делает смерть технической, а умирающего — объектом. Но когда человек смотрит в пустой угол палаты и говорит «они пришли», он не объект. Он участник перехода, он чувствует, видит, ждет. И медицинскому работнику в этот момент нужно не столько протокол, сколько присутствие и честность. Еще одна причина молчания — страх вторжения в зону религии. Мол, если врач скажет «он видел свет», это будет воспринято как проповедь. Но пациенты чаще всего не называют свои видения религиозными. Они не говорят «Иисус пришел» или «меня ждет Аллах». Они говорят «там что-то есть». Это не о вере, это о переживании. Замалчивание имеет цену. Оно лишает умирающих возможности понимать, что с ними происходит. Оно заставляет их чувствовать себя одинокими, даже в присутствии родных. Оно делает смерть холодной, хотя на самом деле она может быть другой, и многие медики знают это, просто боятся сказать вслух. Появляются редкие, но смелые публикации. Видеоролики медсестер, рассказывающих о взгляде смерти. Интервью врачей, которые говорят «я не знаю, что это, но это не случайность». Эти голоса разрознены, но они есть, и они важны. Когда научный язык оказывается бессилен, остается честность наблюдения. Если врачи видят, как умирающий говорит с матерью, умершей 20 лет назад, и уходит спокойно, это факт. Объяснение можно искать позже. Но сначала признание «да, это происходит». И может быть, когда страх отступит, медики перестанут молчать. Тогда смерть перестанет быть немым концом и станет тем, чем она всегда была — границей. А граница, как известно, не только отделяет, она соединяет.